Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня о тех, кто когда-то сиял под софитами, а теперь исчез в тени. Как низко опустились сбежавшие артисты. Как они теперь живут, чем занимаются и планируют ли вернуться. За последние годы мы наблюдаем настоящую миграционную лихорадку. Одни уезжают в теплые края, другие в Тель-Авив, третьи обживают Лондон. И все это под соусом благородных фраз о свободе, совести и принципах. Но покидают страну непростые граждане. Эту землю покидает элита. Те, чьи лица еще вчера мелькали на каждом экране. Те, кто считали себя учителями народа. А теперь чемодан, вокзал и прощальные посты в соцсетях. Так что же заставило этих небожителей бросить все и бежать? Где их громкие мечты о великой сцене? И вернутся ли они когда-нибудь обратно? Кто-то из них объяснял уход внезапно проснувшейся совестью, другие – банальными проблемами с деньгами. А кто-то просто последовал моде, как всегда. В этом мире мода важнее совести. Евгений Пронин. От экранного защитника Отечества до затворника в Армении. Когда-то он был лицом десятков сериалов. Герой, сильный духом, решительный, благородный. Предложения сыпались как из рога изобилия, карьера на пике. Но в сентябре 22 года все рухнуло. Пронин внезапно собрал вещи и уехал в Армению. Плакал о великом кинематографе, называл отъезд вынужденным шагом и жаловался на потерю всего. А потом уверял, что карьера продолжится за рубежом. Не продолжилась. Ни ролей, ни проектов, ни интереса. Попытка снять собственный фильм закончилась тишиной. Одна короткометражка и все. А потом развод. Жена ушла, он уехал в Ригу. Счастливый случай. Вы хотели коротко? Вот счастливый случай, я оказался в Риге. Он пробовал себя в русском театре имени Чехова, но безуспешно. Живет мечтами о возвращении, играя самого себя, человека, верящего в чудо, которое никогда не произойдет. Кирилл Сафонов. Бесшумный отъезд и жизнь в тени. Когда-то он был одним из самых красивых актеров страны. Звезда экранов, любимец женщин. Жена – певица Александра Савельева. Карьера, деньги, слава. После февраля 22-го все изменилось. Он уехал в Израиль. Начал говорить загадками, вроде не против, но и не за. Такое актерское мастерство. Говорить ничего, но выглядеть умно. Теперь он рассказывает, что жизнь в Израиле, как Алиса в Зазеркалье. Чтобы стоять на месте, нужно бежать. А чтобы куда-то попасть, бежать в 2 раза быстрее. Он скучает по России, но не признается. Говорит о новой стрижке и сериале на иврите. Путается в словах, вспоминает язык. Но смысл один. Обратно хочется. Очень. Дмитрий Назаров. От кулинарных шедевров к сомнительным стихам. После начала операции он громко уехал во Францию. С пафосом, с речами о совести. А теперь тишина. Бизнес закрыт, налоги списаны, фирма ликвидирована. 7 миллионов рублей прибыли в прошлом. Актер, который осуждал страну, до последнего получал контракты с госучреждениями. Принципиальность, как говорится, до последнего рубля. Теперь он без работы. Заканчивается виза таланта. И не исключено, что скоро он постучится обратно. Андрей Бурковский. От кухни до пионер-вожатого на Лазурном берегу. Открыл детский кинолагерь в Ницце. Цена – 1000 евро в неделю. Занятия, вдохновение, магия кино – все как полагается. А режиссер лагеря – Оксана Карас, известная поддержкой Украины. Так что идеологический фон обеспечен. Актер-гуру теперь учит детей создавать волшебство. И просит оплату заранее. Позже курсы в Нью-Йорке. Школа «Чайка», лекции, благодарности, курсы Станиславского. О системе, о которой он сам, кажется, слышал только из Википедии. Но аплодисменты онлайн, лайки реальные. И фото в трусах с сигарой под американским флагом тоже достижение эпохи. Александр Кузнецов. Для меня Рига стала особенным городом, прямо без шуток. Очень меланхоличным, красивым и спокойным. Я здесь ментально... Хотя тяжелый фильм был параллельно, мы в тюрьме снимали, и все, непростая роль. Но ментально за 1,5 месяца я здесь healed myself.
Где подают, там и отечество. Он успел поиграть в театре, засветиться в сериалах, а потом уехать. Лондон. Фильмы второго плана, даже мелькнул в «Фантастических тварях», почти звезда Голливуда. Говорит красиво. Я выстрелил себе в ногу, но освободил ментальное пространство. Вот только ходить теперь трудно. Он встречается с другими беглецами – Молочников, Машкова, Бурковский. Вместе создают клуб по интересам – артисты без адреса. Их всех объединяет одно – не профессия, не идеология, а демонстративный разрыв с теми, кто их когда-то любил. Они громко ушли и закрыли дверь. Но за дверью осталась публика. Та, что аплодировала, цитировала, верила. Теперь же ни фильмов, ни славы, только ностальгия и тишина. Они мечтали о свободе и оказались в клетке. Хотели покоя и получили пустоту. Они уехали громко, а возвращаются, если возвращаются, шепотом. А вы как считаете, друзья? Это сознательный выбор или позорное бегство? Смогут ли они построить новую жизнь? Или все это закономерный провал? Пишите свое мнение в комментариях. Ваши мысли важны. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Если вам понравился этот материал, оцените и подпишитесь на канал. Это поможет создавать еще больше интересного контента специально для вас.